Наше путешествие начинается с перелета из Амстердама в Женеву, а после 1,5 часа на автобусе до маленького французского города Шамони. Он расположен в Альпах у подножия той самой горы Монблан, вокруг которой мы и собираемся проделать свой путь. Так что мы быстро купили продукты, перебрали все вещи и отправились к стартовой точке. У нас первый день. Мне кажется, мы сейчас прошли капец жесткий участок, чисто вверх. Сейчас хотя бы более-менее идем прямо. Примерно через час начались первые препятствия, лестница на скале, скользкие камни, и погода плюс ко всему начинала портиться. Да и до заката оставалось немного времени. Мы решили идти до ближайшего места, где можно было разбить палатку и оставаться там с ночевкой. Обстановка. Палатку поставили. Ваня готовит. Там у нас горы, дождь. Тут еще другие палатки. Будем сегодня здесь ночевать. Всю ночь лил жесткий дождь, да и утром он продолжился, разве что не с такой силой. Но одеваться было некуда, поэтому собрали мокрую палатку и пошли дальше. Дорога, конечно, как из ambient видео. Туман, легкий дождь и тишина. Новое препятствие. Короче, вот там обрыв, а тут есть перила, за которые нужно держаться, чтобы не упасть. Но физически идти очень сложно. И вот почему. Я забыла вообще просто записывать все, что у нас происходило. Это происходило очень много невероятно. всего. Короче, в итоге мы вернулись в Шамони из-за того, что портфели Мы наши не весили... сдались, если вы подумали. Да, Нет, подожди. в моменте мы заплакали. Ну, некоторые из нас, в смысле я. Типа. Короче, Ваня был где-то вес рюкзака 25 килограмм. У меня, говорит, где-то 17, наверное. Из-за этого нам не то чтобы было в кайф. У меня был 19 без воды и еды, которую мы купили. Красота. Отлично Ровно подготовились к этому походу. Вот, мы в итоге вернулись в Шамони, скидываем все, что из наших портфелей нам кажется ненужным. Или так типа взять, не взять. Ну нет, не взять. Значит, это не взять точно. И хотим завтра продолжить наш маршрут. Часть вещей я просто выкинула из портфеля. У Вани такое же, наверное, может еще больше. Тут какую-то еду мы тоже скидываем, что-то оставляем другим. И портфель уже заметно полегчал. Веселье. Получается, что наш старт отложился еще на день, но мы решили не расстраиваться и пошли гулять по городу. Смотрели на горы, ели вкусное мороженое, готовились к завтрашнему дню. В предыдущие дни мы прошли немало, поэтому решили продолжать с того места, куда успели дойти. А это был город Лиуж. 40 минут на автобусе из Шамони, и мы были уже там. Оказалось, что оттуда вообще и стартуют нормальные туристы, когда начинают свой тур дю Монблан. Так что мы даже сделали фото с официального старта. Мияги. Как у меня натуральный румянец красивый, да? Даже краситься не надо. Девочки, берите на заметку. Вот так вот делаете. И все, и будет вам красота.
В общем, в кемпинге, где мы думали остановиться, мы решили пока только поесть. Что, мы идем дальше? Ну, мы машины с тобой. Короче, мы уже шли вообще прям уставшие, холодные. Было круто, что минуту назад ничего не было. Вообще ничего не было. Ноль, просто ноль. Сейчас все видно, вообще все. Блин, как там красиво по ступенькам спускается. Что-то нереально. Я аж отдохнул. Что происходило дальше, я даже не знаю, как описать. Сразу после водопада нас ждал очень крутой подъем в гору, и погода стала ухудшаться. Усиливался ветер, усиливался этот моросящий дождь, который просто проникал, кажется, под кожу. До тех пор, пока у нас руки просто не закалели, не стали полностью красными, что даже сложно было сжать кисть в кулак. Тумана становилось все больше, знаки находить мне было все тяжелее, и в один момент мне вообще показалось, честно говоря, что мы потерялись. И я думала, все, что мы останемся здесь, что нас никто никогда не найдет, что мы здесь просто и погибнем. Режим выживания. И мне было очень страшно. Что стало еще хуже, это что Ваня стал себя чувствовать плохо в моменте, у него попал сахар в крови, и было такое состояние нестояния. Но я все эмоции старалась держать в себе и просто хранила, теплила надежду на то, что мы скоро найдем это самоубежище. И вот кажется, что вот еще чуть-чуть, и вот, ну вот скоро, вот за поворотом оно должно быть, но нет, его все не было и не было. Но через время ниоткуда начала просачиваться крыша здания. Вы не можете представить даже мое счастье, ощущение счастья в этот момент. В ту секунду я просто расплакалась. И позже мы посмотрели, что в сумме мы прошли 33 километра за день, с учетом нескольких последних часов с ужасной погодой. Ничего не видно. Полчаса назад я вырубался. Si tu veux, on peut balader la bouée. I learned some... Полтретьего ночи. Сон такой прерывистый. Вчера был самый сложный день в моей жизни. Поэтому, наверное, мы перестали снимать. Потому что вопрос был в выживании просто. Я очень рада, что мы сейчас находимся в отеле. Надеюсь, что с погодой повезет и станет проще. И мы с удовольствием дойдем этот путь. Тут всякие игры у нас. Похоже. Вчера было не до игр. Фотографии. Как тут мои ботиночки? Ух, какие все мокрые. Утром мы пришли на завтрак очень поздно, и нам достался только хлеб с маслом и вареньем. Ну и кофе, конечно. А в этот день мы выбрали альтернативный путь на карте, дабы не спускаться в город. И вот это было отличным решением. Боже, как красиво! All natural beauties in 100 meters around. Yeah, rainbow, nice. Но не только мы радовались погоде и этим чудом природы. We are above the clouds. Best tourist. В тот день мы познакомились с ребятами из Нидерланд и Германии. Изабель и Дима приехали сюда, чтобы пройти Тур де Монблан в одиночку.
Но даже в таких одиночных путешествиях есть моменты, которые хочется разделить с другими. Так что несколько часов дороги мы шли вместе, а через пару дней даже встретились в одном из кемпингов. В этот день мы набрали около 800 метров высоты, пересекли границу с Италией и потом долго-долго спускались к кемпингу. Нам, наверное, остается еще час до кемпинга. И все, мы там останемся на ночевку. Ой, у нас тут... Сразу видно, когда уже чистая, вымытая и в хорошем настроении и в тепле. В общем, сейчас я покажу вид сразу. Жух! Как тут снимать? Тут нельзя никак по-другому снимать. В общем, мы приехали в кемпинг. Сегодня здесь остановимся на одну ночь. Завтра, естественно, как обычно, с утра пойдем уже дальше. Этот кемпинг находится в Италии. Кемпинг Хоба. И здесь, кстати, очень много всяких приколюх, типа мини-маркета, бара, понятно, душ, туалет, все есть, все в хорошем состоянии, все отлично. И атмосфера очень приятная, с фонариками, тут что люди сидят, очень много палаток. Круто, очень красиво. И вид безупречный просто. У нас третий день. Мы поднялись на гору и видим, что там люди вдалеке занимаются йогой. Ну как тут не позаниматься, конечно, с таким-то видом. Особенно здесь, вот поближе, йога. То, что мне нравится. Это Ванина движуха. Это моя йога. Это способ, как сделать ваш спуск, Чтобы не убить ваши колени нахуй. чтобы не убить колени, как Ваня говорит. Спустившись с горы, мы сразу очутились в небольшом, уютном и тихом городке и видели, как множество людей сидят в кафе и ресторанах и просто отдыхают. Как раз в это время и была сиеста. Но некоторые кафе все еще работали, поэтому нам все же довелось попробовать пиццу. Кажется, мы пришли в город, где никого нет. Или здесь просто сиеста. Капец, мы были вот там. Я подумала, что хотя бы одно такое видео должно быть, когда пипец как сложно. Ну, правильно. А то подумаешь, что все изи кап. И пойду догонять. Чао. Чао, чао. Ну, собачке нравится. А? Собачке нравится. Нет. То, что мне нравится, это не значит, что это очень легко. Понимаешь? Это другое. Типа просто мне нравится, но это тяжковато. Тяжковато. Нет, разница есть между нравится и тяжко. Все, пойду. Идешь 2 часа, не поднимаешь головы, видишь только ветки и землю, и потом в 1 минуту перед тобой появляется это все. Ё-моё. Вот это уровень. Хочешь ждать? На перапынку ты мне покажешь, калі поставить все почути на паузу. Без понятия, что это снимает. Ты лепшим Может, что-то станешь, как наши сердце переплялись у одно. Hello. Мы пришли во второй кемпинг. Ваня пошел договариваться о месте. Тяжело сегодня было очень. Я сегодня плакала, потому что был очень резкий подъем. И такое, короче, когда у меня что-то не получается, у меня вот слезы, и я еще злюсь параллельно этому.
Я чуть палки, мне кажется, свои не сломала. Хорошо, что не сломала, потому что еще идти очень мало. Вот. Но я уже рада, что мы пришли в кемпинг. Завтра тоже будет интересный день. Сегодня только все ужин, устраиваться, раскладываться. Крутяк. Тебе теплее. Чего? Теплее. Где? Где-то там и сегодня очень замерзли ночью. У нас сегодня 4-й день. Мы уже собрались, покушали. Предстоит один из дальних путей из всех дней. Подъем и спуск ожидаются тоже очень не маленькими. Надеемся, что все будет хорошо. И все было не просто хорошо, а мы шли, кажется, по самой красивой тропе в мире. Это, конечно, субъективное мнение, но все вокруг больше напоминало заставку рабочего стола или что-то из волшебных снов, что, казалось, в мире не существует. Вот это мы добрались, конечно. Это было просто. Короче, ты тут все пропускаешь, но я тебе так запишу. Смотри, куда дочь твоя забралась. Что вы думали, свою судьбу легко искать? Да? А? Нет уж. Надо попотеть. Попотеть, плакать, ныть, посмеяться. Вот так вот медленно мы из Италии попадаем в Швейцарию. Важно знать английский язык, иначе вы не сможете пройти. Проведя на вершине немало времени, мы пошли дальше, ведь еще предстояло дойти до кемпинга, где мы встретили уже знакомых нам ребят. Доброе утро. На самом деле в этот день мы думали проехать часть пути, нам так посоветовали, но я рада, что мы все же прошли его пешком. На пути были красивые маленькие деревни, а то, что мы нашли озеро в конце, было как бы наградой за сложный путь. О таком нельзя было и мечтать. Даже ледяная вода нас не остановила. Давай, солдат! 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 В этот же день мы разобщались с Мариной из Украины и Виктором из Беларуси. Сейчас ребята живут в Польше. С ними мы и продолжили наш На путь. пути к кемпингу. Мы пришли в кемпинг. Сегодня такой вот кемпинг в Швейцарии. Вид, конечно, изумительный. Прикрой шоколадку палящим солнцем. Шоколадки, это надо светло, это надо в тенек. Блин, еще бы взять.
вообще классно. Это 6-й день нашей телестройки. Тут у нас такой вот вид. А это у нас кухня. Хорошо, природа. Все спортсмены гуляют. Кто-то все правильно делает, кто-то неправильно. Сегодня нашей команде предстояло подняться к леднику, а подъем в некоторых местах достигал аж 45 градусов. Идем на ледник. Непростой переход у нас. Радовал тот факт, что много людей выбрали этот путь, и тебе все улыбаются, поддерживают, и как бы ни было тяжело, ты продолжаешь идти. Куда-то вот туда, вот туда. Ваня, добытчик снега. На завершение. Вон оттуда кто-то поднимались. Чуть-чуть снежочек тут взяли. Сейчас мы уже здесь. Ой, спуск, это был, конечно, ребята, жесть. Но зато внизу можно подойти к речке. Ну как речке, это та еще ледник, по сути. Спуск с ледника был очень крутой, долгий и сложный, и под конец уже даже ноги заплетались, поэтому мы с ребятами присели отдохнуть и обсуждали планы на следующие дни. Сегодня день вышел по времени, вроде бы не так мы много и ходили, но какой-то сильно выматывающий. И у нас сегодня кемпинг, а вот там ледник. А там люди кушают. Ну вот, ребята пошли. Мы с ними разделились. Но, надеюсь, встретимся в кемпинге. Ты готов? На крайний день. У нас с самого утра ожидается неплохой подъем. Главное улыбаться. А потом плакать можно. Это же реальная жизнь. Расскажите, как самочувствие. Тяжело говорить. В моменте говорить было сложно, но это был не самый трудный подъем, и за 1,5 часа мы взяли высоту 760 метров. Ну вот, а вот это Монблан. Нам сказали. Кстати, там была Швейцария. Так что пока швейцарский сыр. Привет, французский сыр. Сейчас надо уже больше говорить, Уже тема. так как мы уже во Франции. Уже фондю где-то уже видно. Не самый простой подъем, как обычно. Но виды у нас
Крайний подъем во всем туре. Справишься. Это пипец, товарищи. Еле телефон достал. Чтобы не думали, что легко это все, блин. Когда ты переходишь и видишь на пути своем вот такое, а вот там люди вообще по стене как-то ползают. Вань, ты как? I'm fine, thank you. Настроенный на Наконец-то победу. лестница. Лестница. Немножко не та, правда, ну ладно. Чё уже. Подойдет. Какова красота. Вон там люди. Когда думал, что лестница это последняя, а оказалось не совсем. Тур Монблан, в общем, сделать из вас эксперт в хайке, альпинистом, я не знаю кем, туристом. Привет всем нашим. Давай. Это было мощно. Жесть. Я чуть не сделаю. Честно. Вон туда нам надо дойти и спуститься, и все. Мой гаш. 200 какие разные бывают. Бывает. Извини меня, мы сейчас на 200, но у нас получается набор за день где-то 1600. Не занимайтесь мамой. Когда говорят, пригодится. Я понял, что выпады буду делать чаще, потому что это трэш. Кто? Ну, ты чё? Малиночка? Ну, понятно. Ну, даешь, иди сюда. Ну, это обожай. Последняя высота. Мы надеемся, что это последние 100 метров до фуникулера. Фуникулер, на котором мы рассчитывали, закрылся, и теперь нам приходится спускаться пешком. И у нас закончилась вода, и поэтому мы очень рады найти водопад. Вы мечтали о мясе или о чем-нибудь, о чем угодно вообще, только не сладком. Сладкое вообще это ужас, это вредно. Никогда его не ешьте и не покупайте. Идет уже 10-й час дороги. Ваня, я вижу дом. Что У нас тебе кукушечка немножко уже все. нравится? Дома. Дома очень. Их, кстати, не надо с утра собирать. Вон чипсики. Ты хотел? Здравствуй, родная, милая. Живительная сила. Ура! Мы пришли в кемпинг! Ой, Я знал, что это. я знаю, что добьюсь. Земля! Да? Непонятно. Вот они смеются, понимаете? А, Да, мы все сделали. Наконец-то мы были на месте, и переполненные впечатлениями мы делились всем, что происходило в этот день, а в голове не укладывалось, что мы это сделали. 3 страны, 8 дней, 200 километров, но мы все же смогли и прошли Тур де Монблан.